Всем привет, дорогие друзья! Это вторая часть видеообзора Lineage 1. Сегодня мы рассмотрим неизвестные подробности историй драконов мира Lineage, узнаем истории Хардина и его учеников, реализованных в L2 в качестве NPC, а также затронем истории Дефоржа и Кенраухеля из Манхвы. Сильнейшими боссами в Lineage 1, так же как и в L2, являются драконы, рожденные богиней Шилин. В Lineage 2 на данный момент было реализовано 4 из 6 драконов, последним из которых был добавлен Фафурион. В то время как в Lineage 1 их реализовано 5, 4 из которых в ней были за много лет до введения в L2. При этом расположение драконьих локаций на карте первой части игры отличается от тех, что мы видели в L2, хотя общая концепция локаций все же прослеживается. К примеру, логово Волокаса в L1 представляет собой огромный вулкан, в жерле которого и обитает огненный дракон. В сюжете Lineage 1 есть рыцарь смерти, воин, который был проклят Волокасом и который помогает игроку сразить дракона. Кстати, неподалеку от его логова находится замок гномов из гильдии Железных Врат и их город Велдерн. Интересно, что в отличие от Lineage 2, в Lineage 1 с драконов падает чешуя и разные органы, которые используются для крафта драконьей брони, но никак не эпик бижи. Другой дракон, Антарас, обитает на последнем из 7 этажей пещеры Долины Дракона, которая в Lineage 1 находится восточнее эльфийской деревни. В походе на дракона Земли игрокам в L1 помогает призрак рыцаря Крей, который дает меч, именуемый Убийца Драконов, также реализованный и в Lineage 2. Серый рыцарь Крей связал с ним свою душу, чтобы одолеть дракона. На момент введения в обоих частях игры он является самым сильным мечом в игре. Дракон воды Фафурион обитает на юге в землях Хейна. Местом его обитания является подземелье неподалеку от замка. Путь к нему проходит сквозь длинный лабиринт, представляющий собой катакомбы под городом, которые выходят на морском дне, где вы начинаете задыхаться, пока не купите у стоящего там торговца баночку с бафом благословения Евы. Далее вы сможете пройти в локацию Царства Евы, которая в Lineage 2 была реализована как сады богини Евы. Царство Евы – это прекрасный подводный город, построенный по ее приказу и являющийся воплощением ее величия. Он был домом для многих морских обитателей и был защищен от вторжения извне сильным магическим полем. Из-за магического поля дракон воды Фафурион не мог уничтожить его, однако он нашел другой путь. Скрыв свою истинную внешность и приняв форму красивого молодого юноши, Фафурион проник в царство и разыскал Саэль, жрицу воды, ответственную за поддержание барьера. Поверив в ложный образ Фафуриона, Саэль пала жертвой его убеждений и обаяния. Она украла из храма скрытый источник поддержания магической силы барьера – трезубец Евы. Таким образом, печать барьера была снята, а путь Фафуриона в царство Евы свободен. Как только магический водный барьер спал, Фафурион вернулся в свое обличие и начал атаковать царство Евы отравленной грязной водой. Прекрасные дома и храмы были разрушены, а яркие огни и разноцветные радуги больше не сияли над городом. Все обитатели подводного царства сражались с драконом изо всех сил и смогли запечатать Фафуриона в пещере на окраине города. Но кровь дракона продолжала вытекать из раны, нанесенной трезубцем Евы, и распространяться в округе. Все живое, к чему прикасалась отравленная кровью вода, утратило свою волю и рассудок, став злыми монстрами. Таково было последнее проклятие Фафуриона. А вот дракон тьмы Скельд из Lineage 2 в Lineage 1 имеет имя Хальфас. Если в L2 о нем неизвестно вообще ничего, то в L1 появление дракона тьмы является центром сюжета одного из обновлений. Однако не совсем ясно, дополняет ли его история ту, что есть в Lineage 2, или она является полностью самостоятельной и никак не связана со второй частью.
Давным-давно, когда Шилин пришла в преисподнюю, она стала призывать демонов. Самым сильным из них был Кахильяхи, который захотел власти. Против него и выступил дракон тьмы Хальфас. Однако в бою с демоном он погиб, и Кахильяхи попытался его воскресить на своей стороне, но был запечатан в другом времени и измерении. В войне с людьми правитель темных эльфов Дантес вызвал правителя потустороннего мира Гиртоса, но не смог совладать с ним. Это открыло разлом, и душа Хальфаса пробудилась, желая вернуть свое тело с помощью древа жизни. Дракон ветра Линдвиор, в отличие от L2, в Lineage 1 обитает к северо-западу от Адена. 10 лет назад правая рука Кенраухеля, ведьма Киренис, каким-то образом встревожила Линдвиора. После этого он обрушился на Аден и разрушил третью часть города. К западу от Адена можно увидеть лес зеркал, который также есть и в Lineage 2, только в другом месте. Однако механика этой локации в L1 значительно сложнее и интереснее. Как только вы проходите в лес, перед вами возникают NPC, которые дублируют вашего персонажа в ослабленном виде, а сражаться с этими копиями можно только в PvP режиме. Конечно, мы рассмотрели только часть локаций, ведь сам мир Lineage 1 на самом деле не такой маленький, как кажется. Если рассматривать лор игры, то можно увидеть много сходств с Lineage 2, однако назвать эту вселенную единой будет не совсем правильно. В сюжете также присутствует совращение Шилин, война богов и война эльфов с людьми, которые по диалогам в L1 происходило 150 лет назад, как раз во время событий второй части игры. Несмотря на то, что хронология значительно отличается, много элементов все-таки схожи. Это и гордыня эльфов, и их дальнейший раскол после поражения, и переход некоторых эльфов на темную сторону, и поклонение богу Гринкайну. Тем не менее, в Lineage 2 данная история получила не только больше подробностей, но и больший эмоциональный окрас за счет вплетения в нее верности своей первой богине Шилин, предательства Диспарионом и наложенного на них проклятия. При этом в Lineage 1 проклятие наложено богиней Энхасад, отнявшей у них вечную жизнь, а цвет кожи просто стал похожим на их покровителя Гринкайна. Стоит отметить, что игровые персонажи темные эльфы в Lineage 1, во главе которых стоит ассасин Блудика, являются повстанцами, воюющими против других темных эльфов из Ластабада, которые бьются на стороне воскрешенного ими главного антагониста Кенраухеля, убитого принцем Дефоржем в конце первого сезона игры. Сами события первого игрового сезона являются до некоторой степени повторением сюжета, описанного в манхве. Правящий в Адене мудрый король Декон в многочисленных войнах теряет своих 5 сыновей, в результате чего наследников престола не остается. В это время, словно чудо, появляется рыцарь Девиль, совершивший множество подвигов и за это прозванный Львом с красной гривой. Король Декон усыновил Девиля и потом женил на нем свою единственную дочь, скромную принцессу Гадрию. Однако, спустя 5 лет правления королевством, Девиль умирает, оставив 20-летнюю Гадрию с 3-летним сыном Дефоржем. Это он, тот молодой воин с рыжими волосами из трейлеров игры. В день похорон Девиля в город приезжает его кузен, главный антагонист Кенраухель. Ему на тот момент было всего 18. Сам Кенраухель очень харизматичный персонаж с интересной историей. Он был внебрачным сыном лорда Пабела и с рождения был крепостным. Его полное имя Астер Кенраухель. Мать воспитывала его как сына лорда, но в 9 лет ему пришлось столкнуться с реальностью. Он становится слугой сводного брата Ариада Кенраухеля, настоящего владельца поместья, который обращается с ним как со скотом. Однако Астер не был сломлен. Однажды Ариад повредил руку перед рыцарским турниром и не смог принять участие. В это время Астер, будучи мечтателем, примерил доспехи брата, за что получил телесные наказания. Но поскольку хозяин не мог участвовать, то ему пришла идея выдвинуть Астера вместо себя, и тот выиграл турнир.
После этого Ариат пообещал, что в случае победы в следующем турнире он освободит Астера от рабства. Но когда тот доходит до конца, несмотря на полученные травмы, Ариат начинает над ним издеваться и, смеясь, говорит: «Ха-ха, ты что, думал, что я сдержу обещание?» После этого в сердце Астера поселяется ненависть. Ариат решает, что победы в турнирах ему ничего не дадут, и отправляется в Аден. При этом решает избавиться от своего честолюбивого слуги Астера, передав его знакомым дворянам. В конце концов, Астер, подвергшийся сексуальному изнасилованию, убивает всех дворян на месте и взрывается гневом. «Теперь мне на свете не во что верить. Хорошо, я буду дьяволом. Решено». После этого он погнался за Ариадом, который отправился в Аден. Ночью он настигает его на горной тропе и убивает. Но когда пытается избавиться от свидетеля, еще одного сводного брата Мартингера, в того ударяет молния, и он превращается в женщину, нижняя половина тела которой напоминала водяную змею. Это была Киренис, дочь Евы, богини воды. Первоначально она была водной нимфой, но занимаясь черной магией, она стала ведьмой и в конечном итоге заплатила за это свою цену. Однако то, что Киренис оставалась в материальном обличии, было временным, и для поддержания этого состояния ей нужно было иметь отношения с мужчиной. Киренис в одно мгновение одолела Астера и попыталась соблазнить его. Но ее магия не сработала. Уверенный в себе и готовый на все после убийства своего главного врага, Астер отказался от предложения Киренис. Это производит на нее очень большое впечатление, отчего она влюбляется в него. После прибытия в королевство Аден, Астер вошел в королевский дворец в день похорон герцога де Виля, дяди Ариада Кенраухеля. С этого момента Астер представляется племянником короля, изображая убитого им по дороге своего сводного брата. Гадрия, жена герцога де Виля, изначально состояла в браке, навязанном своим отцом, и была сильно моложе мужа, что ей очень не нравилось. Она сразу влюбляется в молодого Кенраухеля. Он быстро завоевывает ее расположение, помогает королевству Аден справиться с вторгшимся врагами и быстро становится преемником герцога де Виля и в конечном итоге женится на Гадрии и всходит на трон. Позже, во время захватнической войны, он вторгся в свой родной город Пабел, где все еще жили его биологические родители, превратил его в море огня и перебил всех, кто знал его прошлое. Однако для полного воцарения Кенраухеля на троне было весомое препятствие – сын королевы Гадрии и де Виля – де Форж. Клан герцога де Виля, состоявший из 5 человек, оказывает давление на Кенраухеля, чтобы тот действовал от имени короля только до тех пор, пока принц де Форж не станет взрослым. А затем Кенраухель должен был отречься от престола и уйти в отставку. В конце концов, он был вынужден принять это. Гадрия принимает решение отправить своего сына де Форжа ради его безопасности на Говорящий остров, где о нем будут заботиться люди из клана отца, сказав принцу, что не может ненавидеть его отчима. Спустя некоторое время Кенраухель тайно отправляет черных рыцарей, которые окружают и поджигают дом Бальзена, где и жил молодой принц де Форж. Бальзен понимает, что пришли за де Форжем, и поэтому увозит ребенка от преследователей. Его сын вместе с Джессоном и Артоном следуют за ними, но его сбивают с лошади. Джессона убивают, а Бальзена тяжело ранят, и он готовится принять последний бой. Он вскрикивает обещание отдать все за спасение принца и видит маленькую фею. Далее появляется Джулиан и спасает выжившего принца и Артона. После этого де Форж просыпается в пещере у мага Хардина, который также является хранителем его отца. В волшебном зеркале Хардин показывает де Форжу все, что происходит в Адене, и тот начинает понимать ситуацию. Впоследствии де Форж, заручившись поддержкой людей, недовольных Кенраухелем, осаждает Аден, побеждает узурпатора и возвращает себе престол. По сути, в игре реализуется некий уровень абстракции, когда игрок в каком-то смысле повторяет путь де Форжа и, становясь все сильнее, вступает в войну за Аден. Тем не менее, игра не следует манхве.
Разработчики намеренно предоставили игроку свободу выбора, и он сам может выбрать модель поведения, став лидером или одним из членов сильнейшего клана и доминируя над всеми, олицетворять Кенраухеля, или же воевать против такого клана, олицетворяя принца де Форжа и его спутников. При этом в игре, так же как и в манхве, не было хорошей и плохой стороны, и каждый имел свою мотивацию. В Lineage 1 также существует сложная и запутанная история Хардина и его ученика Орима, которого все знают как одного из NPC в Lineage 2. Хардин в манхве был рыцарем хранителя герцога де Виля, нарисован он черноволосым эльфом, хотя в L2 он не эльф. Известно, что он занимался исследованиями на Говорящем острове. Умышленно или случайно Хардин призывает демона Бафомета, которого не может контролировать. Рядом присутствуют ученики, некоторые из которых присутствуют в Lineage 2. Орим, Сема, Каспар, Бальтазар, Мельхиор и их новая знакомая, способная девочка Киренис, которая является дочерью богини Евы. По некоторым данным, ученики нужны Хардину для того, чтобы испытывать новые заклинания черной магии, поскольку она всегда требует отдать что-то взамен. Киренис спасает всех и сдерживает демона, пока подземелье запечатывают. В результате рождается темнокрылая Киренис как антагонист. После того, как Хардин покидает своих учеников, а на Говорящем острове начинаются атаки орков, к ним на помощь приходит таинственный маг, назвавшийся старым другом Хардина. Он помогает отбиваться от орков с помощью запрещенной магии призыва мертвых. Также он пытается научить этой магии учеников Хардина. Но и это оказывается обманом, потому что с помощью учеников Олдин снимает печать с Бафомета. Ориму одному удается скрыться невредимым, остальных захватывает нежить. После этого ученики под контролем тьмы преследуют Орима, а Орим пытается найти Хардина, чтобы получить все ответы. Из диалогов Орима в Lineage 1 можно узнать, почему его называют Орим-Тень. Я проводил множество экспериментов, но ни один из них не оказался практичным или прибыльным. Меня особенно интересуют свойства света, видимые и невидимые, отражения и тени. Вот почему маги из башни Слоновой Кости назвали меня Оримом-Тенью. Хотя я когда-то называл своих спутников друзьями, сейчас нас больше ничего не связывает. По приказу Хардина они все еще ищут меня, но я не разделяю их желание воссоединиться. Хотя есть кое-кто, с кем бы я хотел встретиться снова. Ее зовут Сема. Отец Орима был священником, который поклонялся Гренкаину, поэтому его преследовали жители деревни, и в конце концов он стал сиротой. Молодой Орим вместе с Каспаром, которого также можно увидеть в пещере Хардина в Lineage 2, Семой и другими учениками навещает Хардина, чтобы обрести силу правосудия, и потом, хотя и неохотно, становится его учеником. Сема в детстве была немного влюблена в Орима. Даже сейчас их любовь не исчезла, хотя Хардин и приказал ей искать его. Конечно, в этом ролике не уместилось много того, что было рассказано на стримах по Lineage 1. Но я попытался обобщить как можно больше рассказанной Сергеем Поперечным информации по этой игре. Надеюсь, что это видео не только дало представление о самой Lineage 1, но и сумело расширить представление о Lineage 2. Будем ждать дальнейший перевод манхвы Lineage на русский язык от Сергея. Возможно, это откроет перед нами новые тайны. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также вы можете помочь каналу через Donation Alert, спонсорство на YouTube и Boosty. Благодарю всех, кто поддерживает канал лайками, комментариями и донатами. Это является большой мотивацией продолжать делать видео. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем ролике.